Это мой мотоцикл из детства, и больше 6 лет он стоял в гараже и вообще никуда не ездил. На данный момент он служит мне памятью о моем дедушке, который его купил, и о теплых воспоминаниях из деревни. И совсем недавно я его привез и хочу сделать из него конфетку. Это мой первый опыт оживления техники, и раньше ни мотоциклы, ни квадроциклы я сам лично не ремонтировал, только смотрел, как это делает дедушка. И я ничего особо не понимаю, куда крутить винты и что вообще как собирать, но мое желание покататься намного больше, так что приступаем. Катались, наваливали, кринжовали задних амортов, и в какой-то момент я еду с речки, и бабах, мотик глохнет, не заводится вообще. А если и схватывается, то сразу глохнет. Спорим, ни за что не догадаетесь, в чем была проблема. Вот реально он обороты как будто вот, ну, он дает, ты даешь обороты, а он их не поддерживает. Он не работает. Первая теория от бати — это то, что на нем надо отстроить клапана. Вторая теория от подписчиков — то, что надо прочистить карбюратор. И третья теория тоже от бати, что надо поменять свечку и бронепровод, так как они в крайне печальном состоянии. Пока еще есть солнце, очень хочется успеть покататься, поэтому руки в ноги и бежим крафтить мотик. Но для начала вернемся в утро того дня, когда мы обильно снимали обзор и наваливали на мотоцикле, ведь тогда я делал очень и очень важные работы. Убираем старый, желтый, дебильный шланг, который уже давным-давно задубел, его вообще надо выкинуть. Сливаем бензинчик, и на мое удивление его капает там самую малость. А теперь протираем масляный картер, чтобы при разборке туда не попала грязь. Но, к сожалению, этого мало, поэтому мы прибегнем к более серьезным мерам. Ух, жестко. Инструментик, наш инструментик. Ой, тут все просто в масле. Вот эта нога, вот эта тормозная, она вообще, краска вся отлетела, она вся гниет. Она еще очень плохо работает. Я так подозреваю, наверное, ее тоже надо будет менять. Поднимем. Все. Эта нога у нас старая. Вот так вот отпадает. Притащил шланг. Вот такой. Сейчас мы его вот тут вот так делаем. И втыкаем в керхер. Ух. Так, ну все, идем чистить. Так, сейчас у нас тут будет все в воде, поэтому нам необходимо важный инструмент, важные гаечки все убрать. Вот это супер невероятная кринж-ножка. Так, и начинаем очистку нашего днища. Мне, кстати, не очень нравится, что мотик лежит на лапке переключения передач. Но надеюсь, что я ничего не сломал. Все было в масле, конечно же, и это тоже повод залезть в картер и все исправить. Недаром ведь куплен новый маслоболт и прокладки для двигателя. Ведь мне не нравится, что с моего мотоцикла все время течет масло. Откручиваем картер головкой на 8. Болтики придумал откручивать по часовой стрелке и складывать их в одном порядке. Потом снимаем ножку кик-стартера. И хорошо, что сняли, ведь она болталась. При обратной сборке затянем ее потуже. Победа. И не будем ушатывать наш движок в будущем. Как же долго я стучал кувалды по картеру и не мог понять, почему ты не слезаешь, скотина. Но потом я нашел болтик, который не увидел, потому что на нем была какая-то хитрая шляпка. Такая, да, знакомьтесь, это я и моя рассеянность. Или рукожопность, ай, называйте как хотите. Никогда с техникой до этого дела не имел, так что терпите. Снимаем великий картер и видим сложные механизмы. Внизу, вон там, вот где маслоболт, достаем старый маслофильтр. Да блин. Вообще идеальное состояние просто. То есть он за все это время, сколько я на нем ездил, даже не испачкался. Он просто идеальный. То есть его, по сути, даже и менять нет смысла. Он просто в шикарнейшем состоянии. Ну ладно, решил я. Пойдем откроем другую зону фильтрации. Вот это маленькое круглое окошко. Ведь там тоже оседает грязь, которая попадает в двигатель. Точнее, как раз благодаря этой системе фильтрации не попадает в двигатель. Открутил отверткой винтики и понял один момент, что крышку эту снять я просто не могу, она прилипла. И второе, что я потом понял, что прокладки-то у меня для нее нет. Хотя я покупал набор прокладок для двигателя, но там именно такой прокладки, к сожалению, не оказалось.
Ну и ладно, подумал я, если основной маслофильтр чистый, то там все подавно и хорошо. Закрутил все назад. Какое великолепие, как же круто выглядит новая прокладка. Боже мой, она просто великолепно сюда встает, поэтому сейчас мы будем все это собирать назад. И далее я принялся начищать сам картер. Крышка была его, крышка была его грязна до безобразия. Берем старую футболку, тряпку и начищаем. Потом срезаем надфилем остатки старой прокладки, ведь она тупо прикипела, за что, конечно же, получаем пиздец от бати. Как он мне объяснил, так я царапаю крышку и деформирую металл. Из-за эти щели, которые я нарезал надфилем, будет масло выливаться, и прокладка мне не поможет. Поэтому я взял нож и работал более аккуратно. По пути я хотел решить очень важную проблему. Дело в том, что мои проворные зрители все видят и все знают. И момент этот происходил, когда я первый раз заводил мотор, и он шатается. И мне подсказали, что, братан, надо бы тебе закрепить двигатель, что-то какой-то кринж. Сняв защитку от звезды движка, расковыряв от грязи ее, я уяснил себе один ужасный момент. Точнее, сначала открыл YouTube, потом посмотрел пару видео, как вообще крепится тут двигатель. Не забывайте, что я вообще первый раз в технике копаюсь, и на любой чих мне нужен гайд на YouTube или помощь от бати. И я понял, что все это время мотор, внимание, был закреплен на один болт. Я ездил так в деревне. Боже помилуй прошлого владельца. А он ведь менял тут мотор, потому что в старый забыл масло залить, и он у него клина словил. В целом я не удивлен, если он так относится к ремонту мотоцикла нахрен. Впрочем, это полбеды, закрутить двигатель-то дело плевое. Но появились проблемы с рамой. Но к этому мы еще чуть попозже вернемся. Дальше я что-то подгрустнул, не знал, как это делать, и решил ставить маслофильтр. И все равно поставил новый. Ну не зря же я новый покупал, тем более он стал как-то поплотнее. Собираю назад картер, и мне очень сильно мешала выхлопная труба и пружины лапки заднего тормоза. Очень много времени тратил на то, чтобы состыковать новую прокладку, болты, чтобы все это вместе, вот это вот все собралось, оттягивая одновременно пружину лапки заднего тормоза. А потом еще болтик не попадает в отверстие, прокладка куда-то уезжает, и все идет по жопе, это просто... Выдохнули, все нормально, все собрал. Потратил на всю процедуру около 3 часов. И тут я понимаю, что забыл вот эту пружинку и маленькую втулку. А из видео по разбору картера говорили, что это самая важная вещь в мотоцикле. И вообще без нее как-то без рук. И если вы забудете ее поставить, то мотик сдохнет. 1000 чертей, разбираем этот ужас назад. А снимать выхлопную систему мне также впадло, поэтому мучаемся, снимая заново картер. Ставим на место самые важные детали, и спустя какой-то там час все готово, и можно заливать новое масло. Но ничего, в жизни так бывает, и главное не сдаваться и идти до конца. Заливаю новое масло и радуюсь, что оно не течет из-под болта, и весь картер у меня не в говне, как это было ранее, просто отлично. Далее решил поставить топливный фильтр и трубку. Старая трубка уродливая, плюс в баке по-любому могла остаться ржавчина после даже моей топовой промывки бензином. Ставится все элементарно, но вот эти вот хомутики хуже и придумать нельзя было. Самые слабые, как маленькие козленки, но работают, и это главное. Вроде мы ничего не поломали. Вид мотоцикла постепенно меняется. Также батя отмыл мотор и крыло за кадром, за что респект бате. Кстати, ставьте лайки, и тогда он будет чаще появляться в видео. Это вся история до начала обильных покатушек. Мотоцикл становится все краше, а мой кошелек все пустее. И так работаю на 2 работах, чтобы спонсировать этот проект. И спасибо хочу сказать донатерам Вовчик 52 метра от вас и RefQ за поддержку на стриме и за их донаты. Ведь благодаря им мы собрали деньги на новые, вот такие великолепные аморты. И спустя 2 недели после событий стрима у меня выходной, и мы идем копаться в мотоцикле. Ну что, уже холодно, уже шапка, уже куртка. Но никто не отменял серии по мотоциклу. И сегодня у нас ждет большая работа, друзья. Так что приступаем к оживлению Альфы, так как она не заводится и глохнет. Ах, и все начинается с традиционного передвижения мотоцикла, так как я не купил подножку до сих пор.
Давайте уже поменяем эти чертовы амортизаторы. Они отстреливают просто жуть, как будто на бапуте, блядь. Ну а что вы хотели? Ведь прошлый владелец установил сюда ижовские аморты от советского мотоцикла. И, конечно же, они сюда не очень подходят ни по жесткости, ни по размерам. Вообще никаким образом они сюда не подходят. Начинаем постепенно откручивать багажник. И, кстати, какого хрена? Невозможно найти багажник за нормальные бабки. А в сборе вообще пропали со всех маркетплейсах и даже на Алиэкспрессе нету. А пару недель назад ведь я их находил. Это как понимать? Мне где новый багажник брать? Но ничего, надеюсь, найдем багажник, пацаны. Откручиваем сидуху. Тут она закреплена одним болтом. Вся шатается, такая болтается и выглядит не солидно. Но на сидуху я потом еще отдельно побомблю, потому что это сидуха. Снимаем багажник. Как же он плох, он весь прогнил, держался на куче каких-то колхозных шайб, на ужасных гайках, ржавых каких-то непонятных. И по-любому надо ставить новый. Конечно, аморты от ижа сами сниматься не хотели, поэтому берем самый лучший в мире инструмент. О, и сверху... Ой-ой-ой-ой-ой. Я был в тотальном шоке, насколько амортам от ижа было плохо. Все сайлент-блоки в мясо, ржавеют, внешний вид их ужасен и отвратителен по сравнению с новыми амортами. А чё там с выхлопной трубы, пацаны? Просто аморт от ижа, я так понимаю, не совсем подошел. Пацаны решили, да, пох, у нас, выхлопную трубу не жалко, пускай мятая будет. Вот просто такая кривая. Все просто выбито в мясо. Все резинки, все рассохлось. Интересно, почем на Авито такие нужны кому-нибудь от ижа? На восстановление. Вообще ничего делать не надо, ни вбивать, ни буянить. Просто вот так вот. Оп. Офигеть! Просто какая красота! Они просто сходу прям идеально. На елки-моталки. Просто у мотоцикла вид вообще другой, по-моему, стал. Ну-ка. Просто, по-моему. Офигеть, бомба, просто пушка. Это, блин, это прям офигенно выглядит. Пока Кисун Веня занимался своими делами, я съездил на рынок и купил новые гайки и шайбы, чтобы закрепить новые аморты. Итак, за кадром, никто не знал, но все это время у меня в этой коробочке с запчастями лежат новые метизы для мотоцикла. Дело в том, что старые у нас совсем сильно поизносились, и там все шайбы кривые, а болты ржавые. Гайки выглядят вообще ужасно некрасиво, и вот это вот недоразумение в виде отгнившего ужасного уродливого багажника мы ставить, конечно же, не будем, поэтому пока что аморты у нас будут крепиться без багажника. И чтобы его нормально закрепить, я купил за 100 рублей вот в этом пакете куча гаек и шайб за 100 рублей. Почему прошлый владелец мотоцикла просто не мог купить за 100 нормальных гаек и ничего не колхозить здесь? Невероятный ассортимент товаров. Шайбы М10, вот такие вот гаечки с неоновой вставкой. И еще вот такие вот. Промазал тут ВДшечкой болты, чтобы они у нас сильно не шатались. Все, ставим новый аморт. Берем теперь вот это величие, вот так, оп, и нашу новую гаечку. Ну все, сейчас переходим на следующую сторону и ставим следующий аморт. И мне уже не терпится посмотреть, будет ли разница с ижовскими вообще, поэтому приступаем. Опа. Ой-ой-ой-ой, какой красавчик, какой просто. Какой у него вид, прям, ну вид. Запчасти навье, я просто кайфую. Гайки вообще не хотят насаживаться. Ну это вообще какой-то капец. Ну что это? Вот, он просто не лезет. Вон тут вообще тут. Зацепиться даже не за что. Видишь, тут просто нет резьбы. Все разбуянили.
Основная проблема в том, что мотик не заводится, конечно же, не в амортах, а непонятно в чем. Теорию я вам уже озвучивал, но как это происходит конкретно? Вот на холодную он заводится, он дрын-дын-дын едет. Я даже доехал там до нашего леса, там метров 300 до него ехать. Но потом на горячую он бабац и глохнет, и ничего с ним не сделаешь. Потом он остывает и опять нормально заводится. Не будем тянуть, давайте разбираться. Вот это первый болт, который крепит двигатель, а нижний, по-моему, вот за этой крышкой. Вот так. У нас тут все замечательно выглядит. Я тут все протирал, хотя звезды и цепь уже пора менять. Вставляем болт и пытаемся маркером отмерить, сколько нужно отмерить болта. Но вот беда, болт не залез в раму. Тогда мне пришла гениальная идея открутить первый болт, на котором держался весь движок, и шатать двигатель, чтобы болт залез под раму. Шатаем двигатель и можем совмещать гайку и вот это вот все. Оп, оп. Пошел. Сделал метку и зовем на помощь бати. И он помогает нам болгаркой отпилить болт под нужный нам размер. Вставляем его и... Это фиаско, братан! Болт просто не долазит. Криво обрезали, подумали мы. Но не тут-то было. Снимаем выхлопную трубу. Труба-то совсем плохо прилегает. Болт не залез в раму. Тогда мне пришла гениальная идея открутить первый болт, на котором держался весь движок, и шатать двигатель, чтобы болт залез под раму. Снимаем маятник, ведь если этого не сделать, очень сложно увидеть часть рамы, которая крепит наш движок. По пути узнаем, что резьба на шпильке маятника вся слезалась, ушаталась, и закрутить ее очень сложно. И шпильку нам точно предстоит менять в будущем. Снимаем звезды, цепь и добираемся до места крепления. Из-за того, что мотоцикл по сути всю жизнь ездил без второго болта двигателя, рама просто наехала на движок, и со временем от езды ушки крепления двигателя лопнули и смялись. Мне кажется, что он должен, знаешь, не вот так вот быть внахлёст. Мне кажется, он со временем просто так изогнулся, а то, что двигатель должен чуть вот сюда уходить. А этим ушком крепиться к нему. Если тоже здесь ничего не было, это ушко, оно просто от вибрации, от тормоза вот так наехало сюда. А если мы его сейчас раскрутим, двигатель подвинем, может быть он гайкой выпрямится. Сюда, он должен быть тут, а так как он вот сюда разъел эту штуку, поэтому он теперь тут. Да, он ушатался просто. Вот, но надо только здесь освободить. Ну или не надо. Вот, типа, видишь, он вот так должен быть с завода. Так может мы сейчас его и прикрутим? Вот так должно быть изначально. И ухо у тебя тут рваное. То есть его, получается, нет смысла прикручивать особо. Есть, наверное. Вот такой небольшой смысл. На удивление это помогло, и чуть-чуть продвинув двигатель вперед, на болт села гайка, и это все дело даже затянулось. Но когда мы сняли маятник и уже финально протянули болт, увидели, что ушко с обратной стороны болта тоже треснуто, и по сути двигатель держаться вряд ли будет. Но на самом деле это дало свой результат, и двигатель перестал так сильно болтаться. Наверное, это решение временное, и в будущем надо переваривать раму, но пока я остался доволен. Тут болт держится не за раму, а держится просто в движке. Тут все съедено. Кстати, он не болтает. Лучше стало, лучше. Лучше, чем вообще без какого-либо болта внутри. Далее снимаем крышку, и там находим цепь и смотрим вторую метку. И как оказалось, я ошибся, и мы с батей открутили не ту крышку. Надо откручивать вот здесь на моторе, а мы открутили крышку генератора, из-за чего долго тупили. Вот туда-сюда опять беда. Нет метки на звезде. Точнее, на звезде-то метка есть, а вот на корпусе движка метки нету. Как обычно написано на всех гайдах на ютубе, на сайтах, что вот тут должна быть такая маленькая рисочка. Ни хрена нет там, елки-сосалки. Поставим так на глаз. Вроде совпадает примерно.
Берем щупы и начинаем мерить зазоры клапанов. Откручиваем две вот эти крышечки сверху и снизу. Задача такая, чтобы щуп размером 0,5 смог пролезать в зазор, а щуп размером 0,1 уже не смог. Откручивая гайку и крутя пассатижами вот этот маленький тырчик, добиваемся нужного зазора. Это занятие требует терпения, ведь пока откручиваешь гайку, положение клапана уже изменяется. И надо вот так вот подгадывать и держать вот этот маленький тырчик и гайку закручивать, чтобы положение клапана никуда не съехало. Но это исключительно дело сноровки и времени. Нижний клапан трогать не стали, его зазоры были вполне в норме. Вероятно, зазор упал на клапане, когда мотик мылся боком или ехал в машине из деревни сюда домой 350 километров пути тоже на бачку. Теперь осталось завести и проверить. Батя, как опытный эксперт, обнаружил, что свечка мотоцикла не была затянута. Может, поэтому, когда он прогревался на горячую, то дальше не ехал? Интересная теория, но это еще не все. Охренеть. Ну что, новую поставим? Ну да. Ставим новую красивую свечку. Так новая выглядит. Меня дед учил, так колпачок и назад в коробочку. А вот это. На этот раз мы ее затянем покрепче. Я вообще не понимаю, как так случилось. Наверное, она выкрутилась от вибрации, ибо мотор на высоких оборотах достаточно сильно вибрирует. Скорее всего, да. Ну так у тебя тоже 128 гигабайт. Завожу мотоцикл. Дрын-дрын, и он вообще отказывает заводиться. Это было странно. Ведь раньше не сразу, но он ведь заводился. И потом вскрылась причина, по которой, скорее всего, глох мотоцикл. А может, все и вкупе влияли. Бензин вообще идет? Вообще там вообще есть? Лакин тоже. Да, без бензина, крыжок заводить. Да, как-то не заводится без бензина, получается. Кто же знал, что мотик без бензина может глохнуть? Никогда такого не было. И вот опять, да, и такое бывает. Но в свое оправдание скажу, что тут был комплекс факторов. Во-первых, да, не залил бензин. Ну, там закончился, пока я пытался на нем ездить. Второе, свечка все-таки не была прикручена и болталась. И это тоже могло влиять. И третий фактор тоже важный. Зазор на верхнем клапане вообще отсутствовал даже на холодную. То есть щуп в него засунуть было нереально. И мне кажется, все это вместе дало вот такой эффект. Ну а заведется он или нет и будет ездить, или не будет ездить, мы узнаем, когда до конца его соберем в следующей серии. Ставьте лайки, всем пока! Сегодня утром откручивал крышку бака и обнаружил одно очень кринжовое известие, если ее вот так потрясти. Уже нету, но сегодня из нее выливалась вода. И что-то у меня подозревает такое чувство, что в баке у нас есть немножечко водички, так как совсем недавно были ливни, а крышка бензобака у нас очень печально выглядит. И такое ощущение, что в карбюраторе у нас, возможно, будет эмульсия. Поэтому посмотрим, что будет у нас в третьей серии с таким вот вводом данных. Все, теперь точно все.